Милен Фармер – единственная современная французская исполнительница, чьи синглы 15 раз возглавляли национальный рейтинг. Она является самой высокооплачиваемой певицей Франции и рекордсменом по количеству бриллиантовых дисков. Ее образ бунтарки, неземной женщины с ангелоподобным лицом и невероятным голосом привлекает поклонников по всему миру. В творческой биографии звезды были и взлеты, и падения. Артистка не ограничивает себя одним форматом музыки и пробует силы в разных жанрах, оставаясь при этом верной своей сути и уникальному стилю. Истинная француженка Милен родилась в провинциальном канадском городке Пьер-Фонс в окрестностях Монреаля. Сюда семья ее отца, Макса Готье, переехала из Франции после подписания им контракта на строительство дорог и моста на плотине Маникуаган. Мать певицы, Маргарет Готье, работала секретарем, но после рождения старших детей, дочери Бриджит и сына Жана Лу, стала домохозяйкой. В Канаде в семье Готье родился третий ребенок, дочь Милен Жане. Второе имя девочка получила в честь бабушки Жанет, которая тоже переехала с семьей в Канаду. Первые 8 лет жизни Милен провела в Квебеке. Здесь она пошла в школу Святой Марселины, где ее учителями стали монахини. Но самым ярким детским воспоминанием звезда считала большие снежные сугробы, лужайки в саду Пьерфон и кленовый сироп, в который можно было макать пальцы, что всегда вызывало недовольство матери. В 1969 году контракт отца с канадцами закончился, и многочисленная семья Готье, которая к тому времени успела пополниться еще одним ребенком, сыном Мишелем, вернулась во Францию, поселившись в пригороде Парижа. Восьмилетняя Милен очень тяжело пережила смену обстановки. Мало того, что ей пришлось заниматься с логопедом, чтобы избавиться от квебекского акцента, так еще и сверстницы в школе относились к ней враждебно. Поэтому девочку-сорванца чаще видели в компании мальчишек, которые так же, как и она, любили лазить по деревьям и совершать разные проделки. Воспитанием взбалмошной Милен занялась бабушка Жанет. В свое время она училась в Марсельской консерватории, поэтому привела внучке любовь к музыке, литературе и живописи. Вместе они часто навещали знакомых бабушки, которые лежали в больнице. После смерти Жанет внучка продолжила эту традицию, и каждое воскресенье она навещала инвалидов в больнице Гарше. Лето юная Милен часто проводила в Британии, на ферме своей второй бабушки. Здесь будущая звезда пристрастилась к верховой езде. Прозанимавшись 5 лет, она мечтала стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. Но в 17 лет приоритеты в жизни девушки диаметрально изменились. Она решила стать актрисой. Милен шла к цели напролом. Она бросила учебу в школе, будучи уже в выпускном классе, и уехала в Париж, чем сильно расстроила свою маму. Поэтому рассчитывать на финансовую поддержку родителей не приходилось, и чтобы как-то жить, девушка перепробовала ряд профессий. Продавала обувь, была помощником дантиста и даже ассистентом у врача-гинеколога. Потом устроилась в модельное агентство и не пропускала ни один кастинг на съемки для каталогов или роли в рекламе. Именно в модельном агентстве произошла встреча Милен и молодого амбициозного композитора и режиссера Лорана Бутона, одного из самых важных людей в творческой жизни Милен. Именно он написал мелодии почти всех хитов певицы и был режиссером ее самых известных клипов. Что касается текстов песен, то в будущем их станет писать сама Милен. Так вот, Лоран в сотрудничестве с Жеромом Дааном написал песню «Мама против» о подростках, бунтующих против всех запретов, особенно сексуальных. Нужно было найти только вокалистку. Почему он не попытался исполнить песню сам? Все потому, что песня была о лесбийской любви. Учитывая остроту слов, девушки на кастинге отказывались петь такое.
А вот Милен согласилась. Сюжет будущего хита разворачивался в психиатрической лечебнице, куда упекли одну юную оторву за то, что она не такая, как все. Увидев Фармер, Бутана закончил поиски. Оказалось, что отрешенная, надломленная, но готовая сжигать за собой мосты начинающая артистка – это то, что ему нужно. Оставалась сущая мелочь – превратить зажатую манекенщицу в амбициозную вокалистку и решить один вопрос – умеет ли она петь. В детстве Фармер посещала занятия по хоровому пению, но сказать, что у нее был поставленный голос, было бы явным преувеличением. Она пела по наитию, иногда полушепотом, легким дыханием и без особых усилий. В общем-то, для себя. Однако для Бутана и первых критиков все это свидетельствовало в ее пользу. Невинный вокал Мальвины и Пьеро в одном лице. Разве молодая французская звезда может быть другой? И Милен заставили преобразиться. Она не только стала рыжеволосой бестией, но и поменяла фамилию с Готье на Фармер в честь любимой актрисы Франц Фармер. Мятежная звезда Голливуда в 30-е слыла капризной бунтаркой с дерзким характером. Бутана считал Милен такой же, девушкой с другой планеты. Дебютная песня новоиспеченной подопечной Лорана стала лидером продаж 1984 года. Певица жалела только об одном. Ее отец, умерший за 2 года до этого, не увидел ее успеха. Фармер в одночасье превратила эстраду в музей. Она делала все, чтобы сводить с ума, пробуждала и возбуждала, но не собиралась нести ответственность за результат. Ее заочный диалог с поклонниками выглядел так. «Влюбились? Это ваши проблемы. Не можете сомкнуть глаз, не дело Фармер выписывать вам снотворное». Это же касалось ее музыки, одновременно притягательной и конфликтной. Что это? Синти-поп или барокко? Новая волна или стародавние зонги? Под это танцуют или исповедуются? Ей были смешны любые жанровые рамки. Ее клипы могли растянуться на 20 минут. Она топила в крови самых беззащитных героев. Ей ничего не стоило добавить в пляжный хит строчки из Бодлера или Рэмбо. Потом был выход первого альбома, ну а там, как сказать, наверное, в карьере каждого певца есть особая, можно сказать, переломная песня, после которой его статус кардинально меняется. Для Милен Фармер такой песней стала композиция «Либертин». Одно из значений прилагательного «либертин» – «вольнодумец». Однако чаще всего его употребляют в отношении человека, свободного от моральных норм. Проще говоря, распутника в духе маркиза де Сада, а в случае с Милен Фармер – распутницу. Вообще-то изначально композиция носила более легкомысленное название «L'Amour Tutti Frutti». Ее сочинил композитор Жан-Клод Декеан еще в 1984 году, но эта версия прошла незамеченной. Спустя 2 года песню решил довести до ума Лоран Бутана. Во время отстройки звука Бутана включил мелодию Декеана и попросил Фармер что-нибудь напеть. По воспоминаниям Милен, там не было никакого текста. Я начала петь любые слова, попадающие в ритм музыки. И вдруг у меня выскочило «Я шлюха». «О, это то, что нужно!» – воскликнул Бутана и дописал текст о женщине, которая с головой погружена в мир чувственных наслаждений. Тема песни определила и идею клипа. Его сюжет развивается в декорациях XVIII века, эпохи париков, шпаг и сладострастия. По воспоминаниям Милен, в клипе представлены распутные нравы XVIII века, а так как мне очень нравится фильм Ридли Скотта «Дуэлянты», я хотела включить в этот клип сцену дуэли. У клипа был солидный бюджет.
500 тысяч франков, и они не были потрачены впустую. Вместо привычного трехминутного видеоролика зрителям был представлен настоящий музыкальный мини-фильм общей продолжительностью более 10 минут. Не стоит забывать, что до того, как стать певицей, Милен мечтала о карьере актрисы, а до этого всерьез увлекалась верховой ездой. Видео к песне позволило девушке показать публике оба свои таланта. Вкратце можно сказать, что вслед за Мадонной в Америке Фармер впустила в поп-музыку Франции столько эротики и сексуальности, что было впору менять законодательство в области теле- и радиовещания. Интересно, что клип на еще одну песню с альбома был снят на русском языке. На нем говорят и главная героиня, и все остальные персонажи, с таким сильным акцентом, что порой слова едва можно разобрать. Ступай! Ступай! Убей ее! Убей ее! И принеси мне ее парадную кожу. Главная героиня Тристана – падчерица злой царицы, в которую влюблен молодой солдат. Идут сражения, а события клипа вольно миксуют сказку про Белоснежку и революционные события 17 года. Возможно, частичным прообразом Тристаны стала царевна Анастасия, которую по одной из легенд спас от расстрела роман с Красным комиссаром. Для полного сногсшибательного эффекта видеоряд дополнен настоящей хроникой с выступлениями Ленина, а 7 гномам, спасшим Тристану, противопоставлены 3 казаков злой царицы. В конце Тристана умирает под портретом Карла Маркса, заляпанного кровью. Песня, звучащая в клипе, почти не несет смысла и кажется только саундтреком короткометражки. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы, на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Стоимость подписки начинается от 25 рублей. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Но по-настоящему творческий почерк Фармер сформировался на втором альбоме, более темном и меланхоличном. Впрочем, провокационности в нем меньше не стало. Чего стоит только одна из самых известных композиций певицы «Без обмана». Песня шокирует с самого начала, когда детский голосок невинно произносит «Мама, почему я не мальчик?». Удивительно, но певицу, которую многие считают воплощением женственности, в детстве нередко принимали за мальчика. Сама Милен, судя по всему, была не против. Носила короткие стрижки, а иногда, в виде шутки, даже подкладывала себе в трусики платок. Об этом факте как раз упоминается и в песне. Упоминается в тексте песни и шевалье Деон, французский шпион, жизнь которого окутана множеством легенд. Дело в том, что Деон любил втираться в доверие, переодеваясь в женщину и представляясь мадмуазелью де Бамон. Кое-кто считает, что именно ему удалось проникнуть в близкий круг императрицы Елизаветы Петровны и вывести во Францию истинное завещание Петра Великого. Разумеется, геи быстро объявили песню своим гимном, хотя сама Милен говорила, что песня к гомосексуализму никакого отношения не имеет. Как бы то ни было, Фармер давно хотелось написать песню со словами «Я мальчик», что и сделала, после чего вечером того же дня предъявила текст Лорану, и тот за каких-то полчаса сочинил ту самую запоминающуюся мелодию. Песня оформилась довольно быстро.
А вот над клипом пришлось попотеть. Милен и Лоран продолжили добрую традицию, заложенную Либертин, и сняли очередную короткометражку с полноценным сюжетом. Это была история безработного кукольника, который бродит по стране с единственным спутником – куклой, внешне похожей на Фармер. По пути он встречает бродячих артистов, и одна из циркачек оживляет куклу. Кукольник тут же в нее влюбляется, однако ненадолго. После того, как артисты уезжают, возлюбленная снова превращается в игрушку. Фармер и Лоран не скрывали, что при разработке сюжета вдохновлялись историей ожившей марионетки Пиноккио из сказки Карла Колоди и стихотворением Гийома Аполлинера «Бродячие акробаты». Сингл вышел в ноябре 1987 года и произвел фурор, достигнув второй строчки французского хит-парада. В итоге песня стала для Фармер своего рода визитной карточкой, единственной песней, которую Милен исполняет на каждом своем концерте, порою в окружении танцоров в дивных трансгендерных одеяниях, хотя, по признанию певицы, она уже давно не мечтает стать мальчиком. В 1989 году был снят видеоклип на песню, который продолжил сюжетную линию Милен Распутницы. В названии песни «Только бы они были мягкими» слово «они» относится к женским ягодицам. Остальной текст, в принципе, также воспевает эту часть тела. Слова к песне, как обычно, написала Фармер, а музыку Лоран Бутана. Он же снял и клип, вполне в духе предыдущих, только еще длиннее и кинематографичнее. Бюджет видео составил 3 миллиона франков. Съемки продолжались больше недели, а полный вариант клипа вышел продолжительностью около 18 минут. Что касается сюжета очередного мини-фильма, то его решили начать с того места, где закончился клип «Либертин». Недаром клип носит подзаголовок «Либертин 2». Снова 18 век, действие происходит во время Семилетней войны. Это история, которая происходит на территории Франции между английской и французской армиями, где в главных ролях Либертина, английский капитан и соперница Либертины. Подробно рассказывать не буду, клип длинный и лучше его посмотреть. Сингл вышел ровно к 27-летию Милен Фармер и стал своеобразным подарком, первым хитом номер 1 в ее карьере. Первой же балладой в творчестве певицы стала заглавная композиция альбома 1988 года, название песни «Да буду я», которое обычно переводят как «такова я», обыгрывает фразу «да будет так», аналога слова «аминь», которым заканчивают молитву. Видео к песне, в отличие от предыдущих, не имеет четкого сюжета и выполнено в черно-белом готическом антураже. В нем присутствует полная луна, сова и олененок, дань диснеевскому мультфильму «Бэмби», а также сцена падения героини в воду, которая далась певице с трудом. Она панически боялась воды. Текст полон характерной для Фармер меланхолии, она поет о сомнениях, разочарованиях и одиночестве. Триумф следовал за триумфом. Уже в конце 1989 года Милен Фармер была признана певицей года, а в 1991 году полку тоскливых песен прибыло. Например, суицидальную песню «Я люблю тебя, меланхолия» вполне могли бы взять на вооружение современные эмо. Невеселое название носил и главный хит Фармер 1991 года «Разочарованная». Милен говорила, что на тему неизбежного краха любых иллюзий и идеалов ее вдохновила книга «На вершинах отчаяния» румынского мыслителя Эмиля Мишеля Чорана, содержащая крайне пессимистический взгляд на человечество.
В начале 90-х данная тема нашла благодатную почву. Песня вышла на волне студенческих протестов во Франции. Студенты бастовали против условий учебы. Они хотели выбирать изучаемые предметы, количество часов лекций и время посещения вуза. Песня о потере всех смыслов и отказе верить в райские кущи, ведь на небе, поет Фармер, тот же самый ад. Но гедонистка Фармер не была бы собой, если бы не превратила песню о добровольном уходе в невероятной силы жизнеутверждающий стадионный хит. Однако сама певица не раз заявляла, что текст песни навеян личными сомнениями и разочарованиями. Недаром третий альбом записывался почти 3 года. На песню был снят очередной, по сути, фильм, вдохновленный на этот раз Оливером Твистом Чарльза Диккенса. Здесь певица вновь предстает в излюбленном мальчишеском образе. Под видом босяка-беспризорника она проникает на некую фабрику, где такие же подростки находятся на положении рабов и трудятся в ужасных условиях под прицелом вооруженной охраны. Помимо успеха, 91 год принес Милен Фармер и страшное потрясение. Один из ее ярых фанатов в обезумевшем состоянии ворвался в офис звукозаписи, где она записывалась. Мужчина потребовал у секретарши домашний адрес своего кумира. Девушка ответила ему отказом. В ответ фанат застрелил несчастную. Фармер была в шоке. Конечно, она оплатила ее похороны, а потом еще долго находилась в подавленном состоянии. Лишь в 1994 году Фармер попыталась осуществить свою мечту – сыграть в кино. К именитым режиссерам обращаться не пришлось. Лоран Бутана сам снял фильм, в котором главную роль сыграла его муза. Картина «Джорджино» вышла на экраны 5 октября этого же года и стала самым большим провалом для новичка-режиссера и для Милен актрисы. Возможно, именно этот провал подтолкнул Фармер к переменам и в своей музыкальной карьере. Это хорошо заметно по материалу очередного альбома. Кроме того, она переехала в Америку. Грусти поубавилось, тексты стали более простыми, а музыка более американской. Свою признательность солнечной Калифорнии Фармер в полной мере выразила в одноименной композиции. Хотя песня звучит преимущественно на французском, в тексте встречается много английских словечек. Но певица не забыла о французской культуре и процитировала строчку из знаменитого стихотворения Аполлинера «Мост Мирабо». Хотя музыку к песням писал все тот же Лоран Бутана, от съемок клипов он был на время освобожден. Режиссером видео к песне стал Абель Феррара. На этот раз певица выступила в 2 ролях – гламурной леди из высшего общества и проститутки. Тем самым ненавязчиво провела параллель между зависимостью от богатого мужа и зависимостью от сутенера. Однако без грусти никуда. На диске есть баллада «Сновидение», которая, несмотря на умеренные продажи и место в чартах, остается одной из самых известных широкой публике песни, потому что субъективно речь идет в частности о Холокосте и призыве к терпимости. В отличие от неторопливой Калифорнии и пронзительной баллады, третий хит альбома звучал значительно энергичнее. В клипе режиссера Маркуса Ниспеля мы можем увидеть Милен, которая под бодрые гитарные рифы несется впереди паровоза, аки статуя на носу корабля.
Певица окрестила эту песню феминисткой, в данном случае обращенной исключительно к женщинам. Вскоре она вернулась во Францию и не пожалела. Пятый диск певицы стал одним из самых успешных в ее карьере. Много шума произвел трек «Я возвращаю тебе твою любовь», клип на который был отрицательно воспринят католической церковью из-за оскорбления чувств верующих, а по телевидению транслировали урезанную до 2 минут версию видео. В 1996 году в семье Готье случилась трагедия. В страшной автокатастрофе погиб старший брат звезды Жан Лу. Его светлой памяти певица посвятила видеоролик по материалам турне 1996 года, и только в 1999 году вышел новый альбом. Известно, что термин «иннамораменто» итальянский. Это слово из произведений психосоциолога Франческо Альберони, творчество которого, по-видимому, очень понравилось певице. Альберони исследовал механизмы потрясения и шока влюбленных. В 2000 году Милен решила заняться продюсированием, написав песню «Я, Лолита». И совместно с Лораном они открыли миру певицу Ализе. Милен и Лоран полностью написали 2 первых альбома юной звезды, а трек «Я, Лолита» стал одним из главных мировых хитов. В 2003 году Милен открыла в себе еще один талант – писательский. Она выпустила книгу для детей под названием «Лиза Лу и сказочник», в которой была напечатана ее собственная сказка. Фармер сама сделала иллюстрации к этому изданию. Певица посвятила ее родному брату, так рано ушедшему из жизни. В 2005 году артистка выпустила 6-й студийный альбом и отправилась в мировой тур. Там она исполнит уже по-настоящему феминистскую песню, где предъявила мужчинам счет за извечные страдания женщин. В 2008 году 2 клипа с общим сюжетом «Вырождение» и «Если я, по крайней мере» открывают новую эру в творчестве Милен. В них она играет роль инопланетного существа, оказавшегося в секретной лаборатории. Тема внеземных созданий будет прослеживаться и в концертном туре, который пройдет годом позже. В 2015 году певица выпустила очередной студийный альбом, в который вошла исполненная дуэтом со Стингом кавер-версия легендарного трека «Stolen Car». Совместное выступление Стинга и Милен сопровождалось музыкальным клипом, в котором между ними летают нешуточные искры страсти. Однако этому дуэту не удалось повторить славу сногсшибательной песни, которую Фармер записала вместе с американским артистом Моби. Трек, записанный в далеком 2007 году, буквально взорвал музыкальный мир. Невероятная электронная мелодия вместе с неземным исполнением Фармер и мужским вокалом Моби заняла первые строчки хит-парадов по всему миру. В 2015 году Милен снимает клип на песню «Город любви».
где она снова превращается в фантастическое существо. Для съемок клипа был привлечен режиссер Паскаль Ложье. Через 3 года в прокат выйдет его фильм ужасов «Страна призраков», в котором Милен сыграет одну из главных ролей. А вскоре вышел очередной альбом. Песня «Не забывай» была записана дуэтом с американской певицей. Идея записать песню возникла у них спонтанно. После концерта Лауры Перголицы в Париже Милен не постеснялась познакомиться с исполнительницей ближе. Они приняли решение во что бы ни стало записать совместный трек. Так публике была представлена философская песня двух ранимых женщин. Ни одна слезинка не должна быть забыта, а тем более свет счастья. Об этом и поет наша героиня. Вскоре Фармер взяла перерыв в карьере, вернувшись на сцену летом 2019 года. Тогда серию ее концертов в Париже посетили около 250 тысяч зрителей. Критики рыдали от восторга, назвав ее шоу лучшим в Европе. Осенью 2020-го вышла документальная трилогия о закулисной работе над этим шоу. Оказалось, что под маской неземной нимфы скрывается прагматичный трудоголик и не щадящая никого машина. Пока абсолютно все движения не будут синхронными, а лучи проектора послушными и почти живыми, она не окончит репетицию. Милен продолжает плодотворно работать. Певица анонсировала концертный тур, проведение которого запланировано на этот год. Ее биография – это очередная история о том, как девочка из самой обычной семьи сумела достичь невероятных высот, обрести славу и миллионную армию поклонников. Но сюжет этой истории далек от сказочного, где героиня получает все и сразу. Жизнь этой популярной певицы – это взлеты и падения, и снова взлеты. Она шла к популярности долго и настойчиво. И теперь ее уникальный голос и внешность узнают во всем мире. Французы называют ее своей Мадонной, а Милен просто женщина, со всеми ее капризами и слабостями, невероятным обаянием и талантом.